Гражданская война в России завершилась в ноябре 1920 года сражением за полуостров Крым. Белые войска под командованием генерала Петра Николаевича Врангеля были слишком слабы, чтобы долго противостоять Красной армии. В истории утвердилось представление о том, что построенные под руководством французских и английских инженеров укрепления превратили Крым в неприступную крепость. Это не так. В ночь на 8 ноября 1920 года части Красной армии под командованием Михаила Васильевича Фрунзе обошли укрепленный Перекопский вал через Севашский пролив. К концу дня заняли Литовский полуостров и зашли в тыл к белым. В ночь на 9 ноября, боясь окружения, белые отошли. Иначе говоря, бои за Крым шли всего сутки. 10 ноября сопротивление практически прекратилось. Белая армия потерпела поражение. Союзники предложили принять всех, кто бежит от большевиков на территории, разгромленной в Первую мировую Османской империи. Последний дружеский жест Антанты в отношении русских солдат и офицеров, с которыми вместе сражались в Великой войне. Но это означало покинуть родину. «Холодно», — вспоминал один из тех, кто прощался тогда с Россией. «Дико завывает ветер. Он то утихает, то с новой страшной силой бьет в лицо, проникая в самую душу. От его диких завываний и на душе становится пусто, тоскливо. Вокруг поля. Они набухли от нескончаемого осеннего дождя и стали какими-то черными и грустными. Почему все так тоскливо? Почему? Потому что мы, сыны могучей России, покидаем свою дорогую родину. Под копытами конницы хлюпает грязь, моросит дождь. Впереди во главе штабного конвоя бьется изорванный флаг. Прощай, дорогая родина». Врангель принял решение вывести армию полностью, а также всех, кто пожелает эвакуироваться. Мобилизовал флот. Спустя много лет один из тех, кто предпочел остаться, рассказал о последних днях Белой армии. На Севастопольском пирсе строились уцелевшие после сражений части, чтобы грузиться на корабли. Я предавался размышлениям, ехать в неизвестность или остаться в России, ждать смертного часа или угодничать перед новой властью. Пароходы, крейсера и миноносцы уходили в открытое море. 14 ноября опустели причалы, только отдельные группы солдат грелись у костров, поджидая вступления в город передовых частей Красной. Вдруг где-то в отдалении послышалась музыка, а затем из-за поворота улицы, спускающейся к пирсу, появился духовой оркестр, и появились первые ряды всадников. Я снял погоны, кокарду, ордена и вышел на улицу, чтобы смешаться с толпой. Другие не решились остаться, боялись большевиков, предпочли покинуть Россию. Последние суда оставили Крым на рассвете 15 ноября 1920 года. Из Крыма и Новороссийска на 126 судах эвакуировали около 200 тысяч человек. Точные цифры установить не удалось, но в мае 1920-го в Константинополе образовали справочное бюро, дабы помочь родным найти друг друга. Зарегистрировали 190 тысяч имен. Из них примерно 40 тысяч были солдатами и офицерами Белой армии. 20 ноября одна из самых видных фигур белого движения, Александр Павлович Кутепов, на котором лежала главная ответственность за эвакуацию, был произведен в генералы от инфантерии. Больше ничем Врангель отметить его заслуги не мог. На внешнем рейде в Мраморном море встала огромная русская флотилия, беженцы сошли на берег. Началась новая жизнь, позади революция и война, впереди бедность, бесприютность и неизвестность. Гражданские беженцы разместились в окрестностях Константинополя и в самом городе, в армейских казармах и общежитиях. Город заполнился русскими. Странную картину представлял Константинополь в эти дни, вспоминал бывший начальник Петроградского охранного отделения, жандармский генерал Константин Иванович Горбачев. Он точно был завоеван русскими, наводнившими улицы города. Большинство беженцев было бездомно. Ходили в поисках заработка, продавали на рынках и на улицах те немногие крохи своего имущества, которые им удалось вывести с родины, валялись по ночам на папертях мечетей, ночевали в банях. Казачьи части отправили на остров Лемнос и на французский берег Мраморного моря. Первый армейский корпус генерала Кутепова, кавалерийский корпус генерала Барбовича и артиллеристы высадились на залитое дождем пустынное поле на полуострове Галиполи. Это название, прежде мало кому из русских людей известное, войдет в историю.
В Галиполи была осень, вспоминал один из солдат. Шли дожди и приходилось спать на земле, так как палаток еще не было. Голод, холод, слякоть и многое другое. Наш лагерь расположили в 7 верстах от города, в долине Росы Смерти. Так называли ее англичане. Они жаловались на лихорадку, змей и скорпионов, которых здесь было множество. Потом установили брезентовые палатки. Французский комендант распорядился выдавать военный паёк. Кормили мясными консервами и фасолью. Приказом Врангеля каждому военнослужащему выдавали 1 турецкую лиру в месяц. Это позволяло купить хлеба или халвы. Потом еды стало меньше. Дневной наш паёк был следующий, вспоминал один из галиполийцев. Утром выдавали хлеб на 5 человек, а иногда и на 6. Затем чай с ничтожным количеством сахара. Хлеба обыкновенно хватало только лишь к чаю, а обед, который только назывался обедом, приходилось есть без хлеба. И, конечно, весь день до следующего утра приходилось голодать. Второй чай, который был, не мог утолить потребность в хлебе. Французы кормили армию Врангеля до весны 1921 года. Возмещение долга забрали русский флот, который эвакуировал войска и беженцев. Оставили лишь пароход «Алексей Михайлович», там разместился штаб главкома, и яхту «Лукул», на которой жил сам Врангель. Яхта стояла в Босфоре, на нее наскочил итальянский пароход «Адрия». Яхта пошла ко дну. Петру Николаевичу пришлось переселиться в посольство. Многие тогда полагали, что это было покушение на Врангеля. От тоски и безысходности армия страдала, полный упадок духа. Уже в декабре 1920 года Петр Николаевич Врангель сознавал, что армию ему не сохранить. Его подчиненные стали разъезжаться по разным странам. Хотя в 1921 году обсуждалась идея перевозки всей армии Врангеля на Дальний Восток для продолжения войны против советской власти. Во Владивостоке, последний оплот сопротивления, еще существовало антибольшевистское правительство братьев Спиридона и Николая Меркуловых, отчаянно нуждавшееся в военной поддержке. Появление там боеспособной армии могло изменить ситуацию. В эмиграции строили планы очищения всей Сибири от большевиков. Но Красная армия быстро подавила последние очаги сопротивления и на Дальнем Востоке. В течение многих лет Галиполи оставался символом стойкости, исполнения долга и верности избранному пути. Галиполийские общества вместе с полковыми объединениями добровольческой армии заполнили собой все уголки русского зарубежья. Галиполийцы генерала Кутепова, хранившие верность своему генералу, стали костяком русской эмиграции. В 1921 году Франция сняла с себя обязанность помогать русской армии. Беженцам предложили 3 варианта: вернуться в Советскую Россию, отплыть в далекую Бразилию или найти себе заработок самостоятельно в любой европейской стране. Поехать в Советскую Россию решились немногие. Большинство иммигрантов искали возможности устроиться где-то в Европе. Рассчитывали на братьев-славян, на королевство сербов, хорватов и словенцев, так после Первой мировой называлась Югославия, и на Болгарию. Болгары согласились принять несколько тысяч человек за $300 000, которые немедленно были переведены в Софию. В Болгарию переправили первый армейский корпус генерала Александра Кутепова и Донской корпус генерал-лейтенанта Федора Абрамова. Полковник Михаил Левитов потом описал, как в ноябре 1921 года на турецком транспортном судне «Акдениз» военных доставили в Варну. Попросили сдать оружие. Для отвода глаз они сдали небольшую часть. Тогда на борт доставили мясо и хлеб. Прибывших разместили в бывших казармах болгарской армии. Стали обживаться, построили офицерское собрание, чайную для солдат, открыли полковой театр. Часть эмигрантов поехала во Францию. Там была нужда в рабочих руках, особенно в угольной промышленности. Тяжело приходилось инвалидам, неспособным прокормить себя. В полку собирали для них деньги. А рядом с Францией расположилось королевство Бельгия. Бельгия, конечно, была только одной из возможных стран, куда могли попасть, и многие все-таки не собирались в Бельгию. Но есть некоторые важные моменты. Во-первых, конечно, Бельгия была достаточно известной в России до войны, и особенно во время войны, потому что, конечно, Россия выступила за Бельгию именно в это время. К тому же у многих русских, особенно у тех, кто
переехали в Бельгию в течение 20-30-х годов, было такое представление, что бельгийский король, Бельгия, будущей монархии, что бельгийский король станет каким-то заместителем российского царя. Из Бельгии Наталья Лавровна Корнилова-Шапрон, дочь первого командующего Белой армией генерала Лавра Георгиевича Корнилова, прислала 100 въездных виз. Были уже наши соотечественники из постреволюционной России еще до 2020 года. Не все отплыли из Крыма. Многие отплыли из Архангельска. Многие отплыли из балтийских государств. Например, в Антверпене, не самом большом городе Бельгии, существовало целое маленькое землячество в 20-30-е годы архангелогородцев. Общество северян они себя называли. И это были не только военные, это были тоже гражданские лица, которые ушли вместе с Северной армией. В конце 20-х годов, точных цифр мы не знаем, но будем говорить о примерно 10 тысячах наших соотечественников, которые поселились в Бельгии. Это намного меньше, чем сейчас наших соотечественников в Бельгии. Это даже меньше, чем было наших соотечественников, как ни странно, и эта тема совершенно никому не известна пока, до Первой мировой войны. Уже были наши соотечественники в Бельгии. Но белая миграция, вот это поколение 20-30-х годов, оно отличалось большой сплоченностью, тем, что они себя осознавали хорошо, они держались вместе, знали себе цену и поэтому были очень заметны. Может быть, не так их было много, но они были заметны. Около 3000 в Брюсселе, 1000 с небольшим в Антверпене, чуть меньше в Льеже, ну и в остальных местах. В общем, практически везде в Бельгии можно было тогда встретить людей, у которых родной язык русский. Кто помогал русским, оказавшимся в Бельгии? Этим занимался российский военный атташе Андрей Константинович Прижбяна. Он основал первую иммигрантскую военную организацию. А в середине 20-х годов в Бельгию перебрался генерал Петр Врангель. Вслед за ним потянулись и многие русские военные. Кроме того, в промышленной Бельгии можно было найти работу. Не все сейчас знают и понимают, что Бельгия в 20-е годы была третьей индустриальной державой мира. После Соединенных Штатов и Великобритании, на душу населения, разумеется. Бельгия довольно быстро, ее экономика, ее промышленность довольно быстро оправились после Первой мировой войны и оккупации, и работа кипела в самом буквальном смысле. Дымили заводы Льежа, там чернели шахты Шарлеруа, а вот города сильно пострадали в оккупацию, а значит, везде шло огромное строительство. Нужны были не только рабочие, но и люди пограмотнее, прорабы, всякие контролеры и так далее. Развивалось банковское дело, разумеется, был Антверпенский порт, где любой моряк мог устроиться в то время, до кризиса, устроиться на бельгийское или иностранное судно. Одним словом, все воспоминания, и не только воспоминания, но и современники, которые рассказывали о том, чем Бельгия привлекательна для русских беженцев, говорили о том, что через неделю будет работа. Это было очень важно. Хотя уже очень быстро оказалось, что именно работа в бельгийской индустрии, в промышленности не совсем так хорошо или хорошо оплачена, как предполагалось. Значит, были слухи, что все-таки, или даже в местных газетах военных, то есть на Балканах, были рассказы о том, что все-таки в Бельгии не все так хорошо, как предполагалось и представлялось в приглашениях. Бельгия с момента своего появления на карте мира в 1830 году была весьма открытой страной. Либеральная конституция практически не ограничивала присутствие иностранцев. Встретить на работе человека, чью фамилию местным жителям было сложно выговорить, считалось нормальным. И люди привыкли к иностранцам. Культурное и языковое разнообразие сказалось на национальном характере.
При этом в начале 20 века бельгийские власти не были слишком гостеприимны. Для бельгийского правительства русские, покинувшие советскую Россию, были не иммигрантами, а беженцами. В 20 или 21 году Лига наций пригласила разные страны и разные государства принимать русских беженцев из Константинополя. И бельгийское правительство очень резко отказалось от этого. И ответ был такой: вы знаете, мы так страдали во время войны, нам предстоит долгая перестройка, восстановление страны, значит, у нас нет средств, нет денег, чтобы принять этих беженцев. Все. Но русскую молодежь в Бельгию приглашал глава католической церкви, кардинал Мерсье. Молодым русским предоставлялась возможность учиться либо в католических школах, либо в католическом университете в Лёвене. Сам Мерсье был убежденным антикоммунистом. Он везде, даже в Америке, когда был в Америке в 2021 году, очень настаивал, чтобы западные страны, государства помогали русским беженцам. И он дал такой толчок, он открыл католические учреждения, школы, университет, которые, кстати, не государственные учреждения, а частные, для русских иммигрантов. Благодаря кардиналу Мерсье в Бельгию попала семья графа Николая Апраксина. Николай Николаевич по-прежнему живет в Бельгии и возглавляет фонд сохранения русского наследия. Сестра моей бабушки приехала с мужем, это князь Щербатов, потому что они знали кого-то, и нашли для его работу. И она сказала: приезжайте. Есть тоже кардинал Мерсье. И кардинал Мерсье давал стипендию для молодых русских. То есть это было учение для моего отца, для для всей семьи. И тогда он бросил Югославию и приехал сюда. Это было довольно быстро. В 23-24 году, так, в 25-м. С одной стороны, это делалось от чувства социальной солидарности, это тоже недооценивать не надо. С другой стороны, конечно, были расчеты. Они всегда есть в человеческом поведении. Иногда они даже формулировались: когда потом все встанет на свои места, они вспомнят, кто их приютил и вытер им слезы и помог. И позиции Бельгии, ее прежде всего экономические позиции, финансовые, в будущей России укрепятся. И бельгийцы знали, о чем они говорили, потому что в начале 20 века, в 900-е годы, Бельгия была одним из важнейших, а тем более в пересчете на душу населения, инвесторов и кредиторов России. Буквально не было места в европейской части России, царской России, где бы нельзя было встретить бельгийца, и не только бельгийского инвестора-капиталиста, но и рабочего, мастера. Существовало невероятное количество металлургических, химических, оружейных заводов, вагоны, пистолеты, трамваи. Это известная история. Устроиться в чужой стране непросто. Конечно, представителям высших слоев общества было несколько легче. Они и до исхода бывали на Западе, обзавелись знакомыми и друзьями, у них оставались даже какие-то средства. Другим пришлось труднее, прежде всего из-за незнания языка. Бытует мнение, что в старой России все в совершенстве владели французским, но это, разумеется, не так. Интересно, что мужчинам интеграция в бельгийское общество давалась легче, чем женщинам, которые стремились сохранить привычный уклад жизни. Я думаю, что в процессе интеграции важный момент такой, что это в 1925 году, когда Советский Союз закрыл
границу для беженцев, то есть все те, которые не хотели вернуться и признать, конечно, Советский Союз, лишились гражданства и вот как-то стали апатридами. И с того момента был такой, вот эти русские, которые до 25 года сохранили свое гражданство, это сейчас потеряли, стали апатридами, и тогда начал вот этот долгий процесс, что делать? Стать бельгийцами, ждать, пока они могли бы вернуться в Россию. И многие только в течение 30-х годов стали бельгийцами или, по крайней мере, старались получить бельгийское гражданство, потому что это был довольно сложный и дорогой процесс. Старались стать бельгийцами, потому что, особенно после 1933-1934 года, из-за экономического кризиса, трудно было найти работу. Было даже воззвание, я думаю, что в 1934 году бельгийского министра работы, чтобы отдать работу бельгийцам. И мало-помалу, конечно, тогда люди старались стать бельгийцами или получить, по крайней мере, всякие льготы. Заметно, например, что в 30-е годы вот многие военные старались получить признание как военного и признание, что они сражались во время Первой мировой войны, чтобы получить такие же льготы, как и бельгийские бывшие солдаты. В результате двух революций и гражданской войны за границей оказалось минимум 2 миллиона русских, которых разметало по всей Европе. Иммиграция поделилась на тех, кто считал своим долгом продолжать войну против большевиков, на тех, кто решил с ними примириться и подумывал о возвращении, и на тех, кто влачил тяжкое существование далеко от России, не размышляя о большой политике. Даже если уже ничего другого не осталось, осталась фамилия. Фамилия. Иногда привычка есть горячая не один раз в день, а 2, а то и 3. Какие-то суеверия, не здороваться через порог. Вот такие вещи русскость человека удерживает дольше. Он может даже уже языка не знать, не может букв не знать. Но вот он верит во что-то, в некое представление об особой русской натуре, и потом фамилия не позволяет забыть. Если у тебя фамилия, там, я не знаю, Веретенников, то ты, конечно, можешь жить спиной к России, но тебя повернут в ее сторону, обязательно спросив, что это такое и из какого далека, из какой экзотической страны вы с этой фамилией приехали, хотя люди давно уже родились здесь. Меня удивляет, с другой стороны, как много было людей, которые, родившись уже в Бельгии, но в русской семье, и особенно в полностью русской семье, сохранили прекрасный, живой, абсолютно гибкий русский язык. Конечно, они не могут следить так за быстрыми изменениями там, нашей терминологии и прочего, но они говорят практически как на родном языке, при том, что родились даже не сразу после иммиграции, а где-то в начале 30-х годов и так далее. Вот это значит, это все передавали. Извините, даже в Конго у меня есть сюжет, как старались там, что еще было труднее. Там, можно сказать, первым языком русских детей часто был суахили или лингала, а французский уже был вторым языком школы. Как при этом удавалось, но не всем и не в равной мере, вплоть до того, что детям давали денежную премию, если они хотя бы за обедом говорили по-русски, или использовали еще какие-то
способы. Даже если ребенок был мулат, ему говорили: не переживай, ты русский, Пушкин тоже был мулат. Вот любопытные социологические данные о первой русской эмиграции, которые многое объясняют. Мужчины – 73,3%, образованные – 54%, в возрасте от 17 до 55 лет – 85,5%. Сравнительно молодые, одинокие и неплохо образованные мужчины, составлявшие большинство эмиграции, это бывшие военнослужащие Белой армии, большей частью офицеры. Немногие пытались начать новую жизнь, завести семью, интегрироваться в окружающее их общество. В основном жили надеждой на возвращение в Россию и готовы были за это сражаться. Вождем их стал генерал Александр Кутепов, не смирившийся ни с поражением Белой армии, ни с эмигрантским положением. В 20-е годы за границей еще сохранялись общественные и государственные учреждения, оставшиеся от царского и временного правительств. Располагали деньгами Российское общество Красного Креста и совещание русских послов, которое образовалось 2 февраля 1921 года. Это позволяло эмиграции как-то организоваться и жить. Тем более оказалось, что эмиграция – это временно. Некоторое время существовали российские посольства в тех странах, которые еще не признали советскую власть. Посольства выдавали паспорта, но одна страна за другой признавали советскую Россию, и иммигранты оставались без документов. После Первой мировой страны-победительницы создали Лигу наций, это была предшественница ООН, но с меньшими правами и полномочиями. Штаб-квартира разместилась в Женеве. Лига наций назначила Фритьёфа Нансена, норвежского исследователя Арктики, верховным комиссаром по делам военнопленных. В 1921-м Совет Лиги наций попросил Нансена принять на себя обязанности комиссара по делам русских беженцев. На следующий год его старания отметили Нобелевской премией мира. В 1922 году появилось понятие «русский беженец». Это человек русского происхождения, не принявший никакого другого подданства. В 1926 году формула изменилась. Всякое лицо русского происхождения, не пользующееся покровительством правительства СССР и не приобретшее другого подданства. На международной конференции в Женеве приняли решение считать беженцами всех русских, которые не имеют ни советского, ни иного гражданства. 12 мая 1926 года подписали Международную конвенцию о русских беженцах. Фритьёф Нансен в декабре 1925 года запросил правительство 48 государств, сколько на их территории беженцев из России. В сентябре 1928 года на 9-й сессии Лиги наций он назвал установленную им цифру. В Европе и Азии живет 1 миллион 130 тысяч русских беженцев. Нансеновское бюро при Лиге наций выделяло большие суммы в швейцарских франках на медицинскую помощь особо нуждающимся беженцам и отдельно молодежи на учебу. Советская Россия иммигрантов назад фактически не приглашала, только значимые фигуры, тех, кто публично признавал свою вину, горько каялся в своих ошибках и заблуждениях и безоговорочно принимал советскую власть. Нансен предложил выдавать людям, оставшимся без родины и документов, временные удостоверения личности. Они вошли в историю как нансеновские паспорта. 30 государств признали эти документы. В Париже мы получаем документ апатридов, людей без родины, не имеющих права работать на жалование, принадлежать к пролетариям и служащим, имеющим постоянное место и постоянный заработок, вспоминала Нина Николаевна Берберова. Мы можем работать только свободно, как люди свободных профессий, то есть стельно. Такое нам ставят клеймо. Тем не менее, во Франции русские получили все социальные права. Париж оказался центром эмиграции в силу давних исторических связей двух стран. Во Франции обосновались 400 тысяч русских. Ситуация изменилась к худшему в конце 20-х, когда начался экономический кризис, выросла безработица, и русские рассматривались как конкуренты в борьбе за рабочие места. В 20-е годы, конечно, пока еще кризис не наступил, кризис Великая депрессия, искали работу так называемую интеллигентную. Я считаю интересным пользоваться их терминологией. Интеллигентная работа – это в банке, в конторе, мы бы сейчас сказали в офисе, ну, в общем, без лопаты и заступа и так далее. Была работа. Но, конечно, работа, можно подумать, была не для всех. Это были иностранцы, не имевшие ни малейшего опыта никакой работы, в том числе и интеллигентной. Люди, которые, в общем, личный чтец императрицы Александры Федоровны
Он и в банке никогда не работал, как вы понимаете. Последние надежды на то, что удастся вернуться на родину, были утрачены в 1935 году, когда бельгийские власти признали Советский Союз. До этого многие русские думали, что Бельгия останется опорой миграции в борьбе против коммунизма, но в 1935-м с этой иллюзией пришлось расстаться. Мой дед думал 10 лет или 15, что он сможет вернуться. Когда началась война, он понял, что это конец. А другие боялись, что Советский Союз придет сюда. А мои родители, это было совсем по-другому. Как мы жили в Эстонии, я родился в Таллине, и имение дала на границу, то есть я имею фотографии границы, советской границы. Что, радио, там, советское радио слышно было хорошо. Это, Печора, это русский край. Но эстонцы взяли это. Но тогда что мне сказали? Сказала моя мама. Они думали, что переменить советскую власть больше невозможно. Надо стараться, чтобы переменилось по себе. Европейские державы, поначалу весьма сочувственно относившиеся к русской миграции, постепенно теряли к ней интерес. Реальная политика брала верх над эмоциями. Постепенно таял и сам огромный айсберг эмиграции. Люди старели, уходили в мир иной или, напротив, старались приспособиться к европейской жизни, расставшись с надеждой вернуться на родину. В первой половине 20 века в Бельгии оказалось большое число русских людей с известными фамилиями. И это не только военные, но и люди многих других профессий. Они внесли свой вклад в развитие страны, которая их приняла. Из среды русской миграции вышли лауреат Нобелевской премии химик Илья Пригожин, профессор Лёвенского университета, математик и инженер-электрик Витольд Белевич, хирург Андрей Арианов, танцор и хореограф Леонид Кочуровский, воспитанник труппы Дягилева, поставивший в Бельгии «Лебединое озеро», художник Пьер Алешинский и потомки Александра Сергеевича Пушкина, Александр Александрович и Мария Александровна. Даже в строительство одного из самых известных символов Брюсселя – атомиума – внесли важнейший вклад 3 инженера российского происхождения – Василий Даниэль, Александр Заханевич и Александр Жуков. Жить так же, как дома, за границей не получится. Но иммигранты из России не растворились полностью среди бельгийцев, в значительной мере благодаря русской православной общине Бельгии. Православные храмы, которые многие иммигранты стали воспринимать как единственную духовную связь с родиной, стали центрами, объединившими вокруг себя русских беженцев. Многие из этих приходов действуют и сегодня. Сейчас, 100 лет спустя этих событий, важно отдать дань памяти всем, кто стал их участниками, всем, чьи судьбы и жизни были сломаны колесом истории, независимо от того, по какую сторону они оказались во время гражданской войны. Русская диаспора в Бельгии вызывает особый интерес. Эта страна была одной из важнейших для постреволюционной миграции. Возможно, в Бельгии, даже больше, чем в других странах, сохранились традиции старой России. Именно здесь нашли приют многие яркие ее представители. И они сделали все для того, чтобы частичку своей родины, ее души, ее традиций можно было ощутить здесь, в самом центре Западной Европы и в начале 21 века, через 100 лет после Великого русского исхода.